Почему я отрезал себе? Нет, не яйца, а всего лишь рулевой стакан на самокате. Что такое угол атаки? Как и на что влияет этот параметр? И, наконец, какие реальные результаты можно получить при смене этого параметра, вы сегодня узнаете в нашем сегодняшнем очередном полезном видео. Во второй части ролика у нас по обыкновению конкурс с розыгрышем призов, поэтому не переключайтесь и помчали. Привет, ребятки! С вами сегодня снова Андрей. Продолжаем говорить про лучший вид транспорта — электротранспорт, и про лучший вид электротранспорта — электросамокаты. Я знаю, что у многих из вас беспокоит такой сложный и сложно решаемый вопрос, как воблинг, да, и тряска рулевой. Я тоже в свое время все это проходил, и сегодня буду делиться с вами бесценным опытом по решению этих вопросов. Значит, всего мной было проведено около 10 мероприятий по повышению стабильности рулевой, чтобы самокат ехал точно, уверенно, стабильно и вот так вот не водило, да, при езде, особенно на большой скорости. Все пункты сегодня, конечно, рассматривать не будем, потому что ролик опять затянется на час-полтора. Я знаю, что вы это, мягко говоря, не очень любите. Поэтому ранние работы, которые были проведены, да, по доводке рулевой, мы оставим на следующие ролики. А сегодня поговорим, наверное, про самый важный и про самый, как вышло, энергозатратный пункт, да, в решении вопроса воблинга — это смена угла атаки. Значит, собственно говоря, что такое, да, что это за зверь, вот этот угол атаки? Угол атаки — это угол наклона вашего рулевого стакана, и, соответственно, вилки относительно вертикали езды. Возможно, тут сразу же возникнет вопрос, какой угол атаки является оптимальным. Верного ответа тут не существует. Все зависит от ваших задач, от вашего транспорта, да, что вы хотите получить на выходе. То есть тут рецептов быть не может, там 10 градусов, 20 градусов, 30, у кого-то может быть даже и 50. Нет, это не работает. Надо понимать, какие у вас задачи, и, соответственно, двигаться к их решению. Забегая немножко вперед, скажу, что вот сейчас, да, самокат стоит чуть под углом, да, к камере, но в данный момент вот у меня угол атаки 20 градусов. И вот он, в принципе, решил, наверное, половину проблем с рулевой, половину каких-то неприятностей с воблингом. Вот этот угол атаки меня, в принципе, устраивает. В стоке на большинстве самокатов этот угол колеблется в районе 10 или 12 градусов. То есть рулевая, вот у меня сейчас вот так вот, а в стоке она стоит вот так вот по отношению, да, к вертикали. И вот этот угол, он меня практически никак не устраивал. То есть руль водила со стороны в сторону, езда очень нестабильная, уже даже 30 км в час ехать некомфортно, мне не по приколу, поэтому я решил заморочиться и проделать вот эти вот все работы, которые описаны будут сейчас в этом ролике. Значит, немножко базы. Рассмотрим закономерности. Значит, маленький угол атаки, как в стоке, 10 градусов. Что он дает? Он дает хорошую отработку подвески, практически мгновенную. При езде стоя это комфортная амортизация вверх-вниз. И, в принципе, для небыстрой езды
для езды по какой-то пересеченке, да, вот такая вот отработка подвески, да, мгновенная, она вполне имеет место быть. Вот, то есть, когда у вас маленький угол атаки, у вас лучше работает амортизация, более мягко, более комфортно ездить, более легко поворачивается руль, легче управлять рулем, но, соответственно, на больших скоростях у вас начинает возрастать воблинг. Растет он практически в геометрической прогрессии. И, допустим, при езде стоя, да, когда загружена плюс-минус равномерно и задняя подвеска, и передняя, такой вариант, ну, можно считать как бы приемлемым. Я езжу сидя, то есть у меня в лучшем случае, если я еду сам, у меня 2/3 веса приходится на заднюю подвеску, то есть передняя подвеска, она не дозагружена. А когда сюда садится еще баба сзади или ложится мешок картошки под ноги, то это соотношение увеличивается, ну, уже не 66%, а процентов 80, может быть, даже 90 на задней подвеске, а передняя подвеска получается недозагруженной. И когда едешь даже по асфальту, там 50-60 км в час, вот, из-за того, что маленький угол атаки, эта подвеска, ее начинает постоянно вот так вот колбасить вверх-вниз и слева направо. Слева направо ее начинает штибать. И ощущения такие, ну вот кажется, что ты сейчас просто разложишься на дороге и все. Это маленький угол атаки. Если мы говорим про большой угол атаки, да, какие у него закономерности? То есть рулевая более стабильная, более устойчивая. Она не отрабатывает, допустим, какие-то вот маленькие камушки или неровный асфальт. То есть она отрабатывает именно те препятствия встречные, которые идут больше в горизонт. То есть, допустим, бордюр, какая-то яма, еще что-то. То есть вот постоянно, да, в режиме нон-стоп она вот так вот ее не колбасит. Вот. Плюс круговое вращение вот так вот. У большого угла атаки оно более замедленное, то есть оно не такое ярко выраженное. Ну и, соответственно, вращать руль слева направо тоже чуть-чуть сложнее, но, честно говоря, не намного. Я как бы особых изменений не заметил. Вот после смены угла с 12 на 20 градусов я бы не сказал, что мне стало сложно крутить руль. Вот, ну вот как-то так. Значит, пришли мы к тому, что решили мы поменять угол атаки. Дальше возникает вопрос, как это сделать. Я видел в маркетах варианты гусей, которые расточены изначально в них отверстия, да, сборные гуси, которые крепятся к стакану и крепятся к деке, да, болтами. То есть там уже изначально по заводу рассчитан другой угол наклона, и, по-моему, эти гуси чуть длиннее. Это для дюралевых рам, в принципе, как бы неплохой вариант, если вам походит по посадке, да, по отверстиям, да, вы можете его нормально установить. Мне в моем случае повезло меньше, а может быть и больше. Наверное, все-таки второй вариант. Потому что гусь у меня монолитный, сварной, он приварен прям к раме, капитально приварен к стакану. И вот просто как бы его вот взять, выкинуть и поставить другой, к сожалению, или опять же таки, к счастью, нельзя. Поэтому я пошел немного другим путем. Я просто взял болгарочку, новый диск свеженький, миллиметровкой толщиной, и аккуратненько срезал рулевой стакан с гуся. Вот. А потом уже начал думать, что с ним делать дальше. Как его крутить, поворачивать, наклонять, да, и так далее. Параллельно с этим я себе
подумал тогда, если я уж таким делом занялся, освобождаю гуся от стакана. Вот, гусь тоже немножко подыгрывал, потому что он длинный. Я думаю, давай-ка я еще гуся усилю. Да, может, немного проиграю в весе, но зато будет прям вот вообще капитально стабильно. И вот я себе такую разметочку сделал. Вот получается, снизу вот здесь идет такой из профиля пояс обхватывающий, который укрепляет середину гуся, да. Вот. Потом идут вот такие вот поперечные, тоже из профиля вставочки. Стянуть левую и правую половину, усилить. И вот здесь вот получается как-то на изгибе идет два профиля гусевых, да, основной и дополнительный снизу. И вот здесь вот я тоже поусиливал, поставил 2-3 проставки с каждой стороны, чтобы усилить гуся на изгиб вот в этой плоскости. Вот так вот выглядит эта вся история после проведенных работ, после подварки. Конечно, это все не за 1 минуту делается, это надо все точно отрезать, точно рассчитать, разметить, да, и так далее. Вот. Ну и как-то мастер, который варил, тоже не сильно порядочный попался. Время, деньги, больше я к нему не пойду. Ну, то бог с ним, как бы с тем мастером. Вот получается, изменился угол стакана. Сверху крепление осталось где-то на том же уровне, а снизу мы делали подкладки и постепенно наваривали, выгибая снизу гуся вот так вот в эту сторону. Соответственно, здесь вот видите, 1-2 усилительные накладки между вот этими траверсами гусевыми. Это ракурс с другой стороны. Вот этот усилительный пояс, который не дает основанию гуся никуда дергаться. 1, 2, 3, 4 вот эти поперечки между сторонами гуся. И теперь гусь, в принципе, он вообще монолитный. Ну, еще одну фотографию вам покажу, где только сам вот этот усилительный пояс снизу показан с другого ракурса и, может быть, более крупным планом для понимания проведенных работ. Выглядит оно изначально, может быть, не сильно кошерно, да, вот это вот на ляпы сваркой там, да, и так далее. Вот, ну, сварщик сделал свою работу, как бы, и на том ему спасибо, да. Потом я уже пришел домой, взял щетки, взял зачистку, все это как бы подшлифовал. Снял ацетоном перегретую краску старую, загрунтовал, покрасил. И, в принципе, как вы видите, да, в режиме реального времени, сейчас на самокате, все оно как бы выглядит достаточно равномерно и глаза не колят. Самое главное — это результат. Вот, это то, что мы повернули этот стакан, и то, что гусь стал, в принципе, неподвижным. То есть вот он как скала. Вот. А про профит с поворота стакана слушайте дальше. В этом ролике я подробнее расскажу. Значит, для понимания разницы изменения в геометрии до работы проведенной и после. Вот это вот сток, это где-то 11 градусов. Вот. Ну, тут самокат немножко зад завален направо, да. Может быть, оно было бы чуть-чуть вот так вот, ну чуть-чуть, если бы самокат ровно стоял к экрану. Вот это вот где-то 11-12 градусов. И вот это уже после проведенных работ, после переварки стакана, а это где-то 19 градусов. Потом еще чуть-чуть как бы там все утрамбовалось, как бы, да, подтянулось. И где-то сейчас эти 19 градусов, они чуть-чуть ближе к 20. То есть я думаю, что даже невооруженным взглядом видно разницу практически в 2 раза по углу атаки, по углу наклона рулевой. Значит, ребят, какой реальный профит получился с этого извращения? Значит, теперь я еду по дороге спокойно, то есть у меня нету вот этих вот постоянной шевеленки
сверху вниз. Это самое главное. Сейчас подвеска отрабатывает только реально встречные препятствия, которые идут не снизу, как на пружинке детской, да, в этом парке, да, для прогулок, а именно те препятствия, которые идут навстречу. И эти препятствия, их обычно, ну, изначально видно, да, то есть ты понимаешь, да, что ты будешь въезжать сейчас в бордюрчик какой-то небольшой или в какую-то ямку попадешь, и ты к ним готов, они тебя постоянно вот так вот трусят. Это первое. Второе. Вот эта вот шевеленка круговая, да, вот этот вот воблинг, он тоже практически исчез. То есть сейчас я топлю 50, по-моему, 5 километров в час, вторая передача. Вот. На третьей я, блядь, боюсь ездить. Старею уже. На 55 я еду, вот. И, в принципе, вот вижу какая-то ямка. Я чпок, как бы жопой сиденье наклонил, ушел влево, да, даже руль не кручу. И рулевая, она, понимаете, то есть ее как бы, ну, ее как бы наклонили, да, а она пытается за счет вот этого угла атаки, который лежит более полого, она пытается самовыровняться. То есть, в принципе, ну, на второй я не рискую, но на первой передаче с одной рукой 35 ехать вообще как бы, ну, не проблема, да. Вот. На 50 бывало такое, что, ну, что-то как бы мне в голову стрельнуло, да, и я решил ударить вот так вот в руль рукой по одной из ручек. Да, самокат дернуло. Вот, но он не упал, он никуда не повернул в сторону, он не заложился. То есть рулевая вот при таком угле атаки, она самовыравнивается и едет дальше. Поэтому, в принципе, можно и жопой как бы управлять движением на сиденье, можно в руль ударить рукой, можно играть в шашечки свободно, даже на большой скорости, то есть мгновенно менять направление движения. Ну вот ты едешь, люк там уже за 3 метра от тебя. Можно резко повернуть руль, обогнуть этот люк. Самокат не упадет, ты люк объехал, самокат самовыровнялся, и он едет дальше. То есть он стабильно держит свой курс. Из недостатков, да, больший как бы угол атаки, да, он наклонил руль ближе к сиденью. Ну и с одной стороны стало комфортнее, потому что руки стали меньше тянуться к рулю, потому что было далековато. То есть сейчас больше ручки согнутые, расслабленные. Стало намного легче ездить, меньше нагрузка как бы на мышцы рук. Но сложнее ставить ребенка между рулем и сиденьем. То есть надо смотреть, чтобы он головой не ударился в хомут. Потому что, как видите, у меня идет вынос, да, для ручек. Вот, то есть мне рукам как бы стало комфортнее, потому что вынос только 10 сантиметров. Вот. А ребенок, как бы его надо больше к себе нагибать и напоминать ему, чтобы он головой прислонялся тебе к шее, да, чтобы его не несло вперед на концовку руля. Вот такой профит получился со всей этой операции. То есть это меньшая шевеленка, да, игра по вертикали, меньшее дрожание, это более стабильный курс, легче рукам, комфортнее рулить, потому что руки не вытянутые. Ну и что еще? Не скажу, что стало сложнее рулить, что надо прикладывать больше усилий. То есть рулевая отзывчивая, очень четкая. Можно на тротуаре играть в шашечки между детьми и собаками. Пусть там даже скорость как бы и не 55, как на дороге, пусть там 15-20, да, но очень предсказуемый курс движения.
у самоката. То есть его никуда не водит. Влево, вправо и так далее. Ну а мы с вами переходим к сегодняшнему конкурсу. В чем он заключается? Тот, кто напишет под роликом самый интересный, самый прикольный комментарий, получает от канала в подарок вот такие вот 3 бутылочки замечательного швейного масла. Для чего оно используется? Значит, я его использую для смазки узлов, чтобы они не скрипели, для защиты от коррозии, да, вот, допустим, уши в амортизаторах, там, подвеска, вилка, там, да, и так далее. Что еще хорошо этим маслом делать? Оно может служить заменой дорогого ВД-40, который достаточно быстро улетучивается, а масло не улетучивается. То есть этим маслом можно проливать заржавевшие резьбы. И часик, 2-3 там резьба в масле постояла, уже этот болт, он сам откручивается. Поэтому пишите комменты, неважно какие, задавайте вопросы, говорите по той теме, да, которая рассмотрена в видео, что вы думаете, и забирайте свой подарок от канала. Не могу пропустить в этом ролике такой момент, как критика вот этого моего всего мероприятия. То есть некоторые люди вообще не понимали, зачем это делается, да, зачем огород лепить и изобретать велосипед. Другие там в шоке хватались за голову, говорили: ой, зачем ты отрезал рулевой стакан, ты сейчас загубишь всю раму, капец, звездец, катастрофа, Андрюха, ну ты намутил. Ну, зачем, я уже рассказал, как бы профиты однозначны, да, и очень шикарны. По поводу того, что испортилась рама, ну вот после переварки стакана, да, после смены угла атаки, я отъездил уже 3000 километров. Плюс я же еще гуся усилил. Вот сейчас вообще все как бы, ну, вот так вот, вот так. И пока ничего не отвалилось, рама не развалилась, все сделано шикарно. Вот, никаких как бы проблем не возникает. Вот, главное поставить себе правильную цель и найти эффективные пути ее решения. Тогда все будет тип-топ. Вот, наверное, развернул вам еще самокат чуть побольше к свету, да. Я не знаю, насколько хорошо будет видно на экранах компьютеров, на экранах смартфонов, да, вот это вот качество проварки, шлифовки, да, покраски. Ну, в принципе, как бы никто из людей не замечает этого колхоза, но зато я доволен полученными результатами. Пишите в комментариях, беспокоит ли вас воблинг на самокате. И как вы решаете эту проблему, какими способами. Задавайте вопросы. Жду вашего мнения по поводу того, что я рассказал в этом ролике, да, по поводу моего опыта. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного, будет еще минимум 2, а то может и 3 ролика про доработки рулевой. Ну а с вами сегодня был Андрюха. До встречи в следующих полезных видео. Пока-пока.